Неужели Пак Саджун только что открыл тайную дверь, которую охраняли BTS? Когда камера запечатлела небольшой жест между Чингуком и Таеоном, публика начала задаваться вопросом: это просто дружба или что-то более глубокое? Что вы думаете по этому поводу? Верите ли вы, что дружба Чингука и Таеона имеет пределы или безгранична? Напишите свои комментарии, если вы когда-либо чувствовали то же самое, и подпишитесь, чтобы не пропустить ни одного выпуска. Эта история только начинается. Что же на самом деле произошло той ночью за кулисами престижной церемонии награждения? Почему прожектор, освещающий Пак Саджуна, на самом деле является ключом к загадке, которая до сих пор считалась лишь плодом воображения фанатов? И что еще более поразительно, почему ни один участник BTS не пытается остановить то, что вот-вот произойдет дальше? Сцена была великолепна. Прожекторы сыпались на зал, словно звездный дождь в пустом небе. А фанаты кричали до тех пор, пока их голоса не умолкали ради секундного зрительного контакта со своими кумирами. Но в ту ночь произошло нечто другое. Не на сцене, не во время победной речи, а между смехом, короткими объятиями и едва фокусирующейся камерой происходят движения, которые не должны быть видны. Непроизвольные движения или слишком целенаправленные. Пак Саджун в тот вечер не был обычным гостем. Его присутствие было продумано. Он не просто топовый актер или старый друг Ви. Он был свидетелем, который находился достаточно близко, чтобы видеть, но достаточно далеко, чтобы не считаться частью происходящего. Но, как станет ясно позже, это достаточно удаленные положение на самом деле позволяет увидеть то, чего мы не замечали за час до начала шоу. За кулисами уже чувствовалось сильное напряжение. Техническая команда бегала туда-сюда, словно время неумолимо било их. Стилисты были заняты тем, что укладывали непослушные волосы Чингука в одну прическу. Таеон сидел в углу комнаты, глядя на блестящие черные туфли, которые даже ему казались неудобными. Саджун прибыл раньше времени. Он почти ничего не сказал, лишь кивнул некоторым сотрудникам, а затем тихо сел в углу комнаты, играя с кольцом на пальце. Камера для видеоблога висела у него на шее. Сначала это казалось просто стилем, привычкой знаменитостей, которые всегда хотят запечатлеть момент. Но кто мог предположить, что эта мелочь станет свидетелем тихих разговоров? За искрящимся ревом аплодисментов публики Таеон медленно поднялся. Его взгляд скользнул по Чингуку, он немного помедлил, а затем сделал шаг. Для камеры Пак Саджуна эти 5 шагов кажутся 5 годами в центре внимания. Чингук не смотрел на него, но его рука почему-то двинулась первой. Как будто они меня не ждут. Как будто они знают, что Таеон придет. Верите ли вы в бессознательную привычку двух людей слишком часто быть вместе? Верите ли вы в вибрацию, которую можно запечатлеть только тогда, когда два сердца соединены без слов? Камера Саджуна запечатлела этот момент. Таеон остановился в полушаге от Чингука, затем тихо спросил: «Ты уверен, что это правильное решение?» Без контекста, без объяснений. Но выражение лица Чингука мгновенно резко изменилось. Глаза, которые прежде сияли, мгновенно стали жесткими, как небо перед бурей. Он опустил взгляд. Губы сжались. «Саджун,
все еще сидя, затаил дыхание. Рука, державшая камеру, почти дрожала. «Ты же знаешь, что я должен защитить нас», — ответил Чингук тихим, но уверенным голосом. Речь шла о песне, о внешности, о чем-то более глубоком. Тэйон коротко рассмеялся. Но это был не утешительный смех, не радостный смех. Это был горький смех, который мог понять только тот, кто слишком часто поддавался. «Когда ты говоришь «защити нас», почему тебе кажется, что ты меня стираешь?» — спросил он. Саджун не выносит этого. Он медленно поднялся, делая вид, что ищет бутылку воды, но его глаза и уши не могли оторваться от разговора, который словно открывал незаживающую рану. Камера все еще была включена. Однако, прежде чем разговор мог продолжиться, вошел член съемочной группы и позвал Чингука подготовиться. Чингук на мгновение посмотрел на Тэйона, кивнул и ушел, ничего не сказав. Но его шаги не были твердыми. Словно кто-то колебался перед началом войны. Саджун посмотрел на Тэйона, который все еще стоял на том же месте. Парень не двигался, просто тупо смотрел в сторону, куда ушел Чингук. Затем по какой-то причине он слегка улыбнулся, улыбкой, полной боли. «Не всегда нужно уступать», — едва слышно пробормотал Саджун, словно говоря за себя. Вечер прошел под оглушительные аплодисменты и свет камер. BTS, как всегда, выступили потрясающе. Чингук пел с безупречным чувством ритма. Тэйон танцевал с такой точностью, что сердце трепетало. Никто ничего не подозревал. Никто не заметил, что в их гармониях чего-то не хватало. Но Саджун знал и не мог молчать. Несколько дней спустя на YouTube-канале Пак Саджуна появился его личный видеоблог. Видео называется «За кулисами корейского мероприятия». Но на 14 часов 28 минут мир замер. На кадрах показан короткий фрагмент, не более 8 секунд, где Чингук и Тэйон разговаривают за кулисами. Звуки были едва слышны, но их движения были слишком очевидны, чтобы их отрицать. Выражения лиц были слишком искренними, чтобы их скрывать. Комментарии пользователей сети взорвались. Они спорят, почему у них такие взгляды. Что значит «защитите нас»? Есть ли что-то, чего мы еще не знаем? Но самый тревожный комментарий пришел от анонимного пользователя, который написал: «Пак Саджун знает больше, чем показывает. Он хочет, чтобы мы открыли глаза». Видеоблог был просмотрен миллионы раз за 24 часа. И, что удивительно, видео не было удалено. Никаких объяснений от Пак Саджуна не последовало. Даже когда фанаты потребовали объяснений, актер ответил лишь одной фразой в своих социальных сетях: «Иногда нужно перестать смотреть на сцену и начать прислушиваться к шепоту за кулисами». Эта фраза стала вирусной. Хэштег «Решетка Тайоаки Среал» снова в тренде, но на этот раз не из-за фантазии фанатов. На этот раз из-за загадочного факта, зафиксированного человеком, который знает, как этот мир играет с иллюзиями и реальностью. Что именно Пак Саджун видел все это время? Что значит «защитите нас»? И почему из всех людей только он решил показать единственное доказательство, способное потрясти мир? Одно можно сказать наверняка. Если Пак Саджун намеренно подсунул запись, то он больше не просто друг Тэйона.
Он стал свидетелем, возможно, даже открыл дверь к секретам, скрытым за блеском сцены. И мир впервые начал задаваться вопросом, что же на самом деле произошло между Чингуком и Таеоном. Не как участники BTS, не как лучшие друзья, а как два человека, которые, возможно, питают друг к другу нечто большее, чем просто дружба. Вы тоже это видели? Возможно ли скрыть все чувства одним взглядом? Возможно ли, что два человека, которые годами жили в одном мире, теперь должны научиться скрывать все только потому, что камера никогда не перестает снимать? И, самое главное, если кто-то знает слишком много, он замолчит или все-таки заговорит? После того, как видео с канала Пак Соджуна стало вирусным, настроение фанатов резко изменилось. Реакции фанатов разделились на две группы. Некоторые посчитали, что наконец-то подтвердилось, что между Чингуком и Таеоном есть что-то более глубокое, в то время как другие освистали все это, назвав преувеличением ожиданий фанатов. Однако одно нельзя отрицать. Момент реален. Взгляд реален и тишина между ними. Это было слишком глубоко, чтобы игнорировать. Тем временем, за кулисами, HYBE, похоже, начинает действовать втайне. Несколько видеороликов, снятых фанатами и запечатлевших взаимодействие Таеона и Чингука, начали исчезать с платформы. Некоторые крупные фан-аккаунты удалили посты, содержащие ключевое слово «защитите нас», даже запланированное на месяц. После инцидента фан-встреча была внезапно отменена по логистическим причинам без каких-либо объяснений, как будто это была систематическая попытка замять дело. Но Пак Соджун хранил молчание. Он не удалял видео. Он не давал никаких пояснений и не подавал никаких дополнительных сигналов. Но он сделал один маленький шаг, который снова поразил мир. Шаг, который казался личным жестом, но вместо этого стал публичной загадкой. В интервью известному мужскому журналу Пак Соджун был одет в простой черный костюм. Но аксессуары, которые он носил, были не просто украшениями. На среднем пальце левой руки у него было простое черное кольцо, известное публике как парное кольцо, которое Таеон и Чингук носили раньше. Для некоторых это просто украшение, но для тех, кто следил за их творческим путем на протяжении многих лет, это было символично. А символы никогда не появляются без смысла. Репортер, бравший интервью у Соджуна, знал об этой детали. Он в шутку спросил: «Ух ты! Это кольцо похоже на то, которое Таеон носил на прошлогоднем мероприятии. Вы, ребята, обменялись?» «Да». Соджун лишь слегка улыбнулся. Он сказал: «Некоторые вещи хранят истории, которые слишком сложны, чтобы объяснить одним предложением». Этот ответ на мгновение заставил всех замолчать, но этого было достаточно, чтобы разжечь новый огонь. Вскоре после этого интервью фанаты снова начали копать следы взаимодействия этих троих. На онлайн-форумах начинают всплывать старые темы. На протяжении многих лет Пак Соджун часто появлялся в тех же местах, что и BTS, особенно когда их деятельность не была включена в официальный календарь. Есть размытая фотография из Японии, где они находятся в небольшом кафе в Киото. Появилось двухсекундное видео, на котором Соджун выходит ночью из задней двери студии HYBE.
Затем последовал загадочный комментарий. От стилиста, работавшего с BTS, иногда кто-то, кого мы считаем не имеющим отношения к истории, на самом деле знает все главы. Загадка становится все запутаннее. Тем временем публика начинает замечать изменения в поведении Чингука и Тэйона. В Японии. На этом концерте Тэйон выглядел более сдержанным, чем обычно. Он мало говорил на сцене. Во время пения он часто смотрел прямо перед собой. Безэмоционально. Чингук, напротив, был еще более взволнован, но, казалось, что-то скрывал. Некоторые внимательные фанаты заметили, что Чингук дважды взглянул на Тэйона во время паузы в песне, словно ожидая сигнала, которого так и не последовало. На последнем концерте в Осаке произошел удивительный момент, когда заиграла сентиментальная песня, которую они обычно исполняли вместе. Чингук спонтанно подошел к Тэйону. Зрители зааплодировали, надеясь на обычное милое взаимодействие. Но все оказалось наоборот. Тэйон сделал полшага назад, затем некоторое время смотрел на Чингука и отвернулся. Момент длился меньше 2 секунд, но для тысяч глаз, наблюдавших за происходящим в прямом эфире, время словно остановилось. Чингук просто стоял, как будто не мог поверить своей реакции, но не настаивал. Он лишь слегка кивнул, затем посмотрел на публику и натянуто улыбнулся. После окончания концерта за кулисами стало очень тихо. Некоторые сотрудники сказали, что почувствовали странную атмосферу. Обычно Тэйон и Чингук подшучивают друг над другом или издеваются друг над другом, сказал один из членов команды. Но в тот вечер они были словно два незнакомца, просто разделившие одно пространство. И именно в этот тихий момент снова появился Пак Саджун. Он, без предупреждения, пришел в гримерку BTS. В черной куртке и кепке его было почти невозможно узнать. Но при входе отреагировал только Тэйон. Он встал и подошел к нему, ничего не говоря. Они просто смотрели друг на друга. Затем Тэйон кивнул. Через несколько минут они вдвоем покинули гримерку, никому ничего не сказав. Чингук увидел, как они уходят. Он не двинулся с места. Но издалека один из членов команды заметил в глазах Чингука выражение, когда он увидел, как Тэйон уходит с Пак Саджуном. Это была необычная ревность. Словно кому-то чего-то не хватало, и он не мог это назвать. Что именно произошло между этими тремя? Почему Пак Саджун так сильно вовлечен в отношения этих двух участников BTS? И почему публика чувствует, что мелкие детали, которые раньше оставались незамеченными, начинают складываться в большую картину, слишком реальную, чтобы ее отрицать? Через несколько дней после этого анонимный аккаунт в Твиттере, известный тем, что часто сливает информацию об артистах, опубликовал шокирующий пост: «Если бы вы знали, чем на самом деле жертвуют Тэйон и Чингук, чтобы оставаться на плаву, вы бы никогда не подумали, что их дружба – это просто фан-сервис». Твит был распространен сотни тысяч раз. Но еще более тревожным стал ответ от верифицированного аккаунта, принадлежащего старшему редактору известного корейского журнала. А если Пак Саджун решит заговорить, то все изменится навсегда. Это фраза не угроза, а предупреждение. Ведет ли все это к чему-то неизбежному? Готов ли мир признать, что у двух участников BTS гораздо больше общего, чем кажется на экране?
И самое захватывающее – станет ли Пак Саджун свидетелем, который раскроет всю правду? Или он станет их последним щитом? Что заставляет такую крупную компанию, как HYBE, внезапно предпринять такие радикальные шаги, не давая объяснений общественности? Почему они, кажется, мчатся на перегонки со временем, словно пытаясь стереть даже самые незначительные следы, которые никогда не считались опасными? И что еще более тревожно, что они на самом деле знают о Чингуке и Тэйоне, чего мы все не знаем. Через несколько дней после того, как видео с Пак Саджуном снова всплыло в сети, в штаб-квартире HYBE внезапно состоялось совещание. Внутренние источники сообщили, что это совещание не было запланировано. Даже некоторые чиновники, находившиеся за границей, по слухам, должны были вскоре вернуться в Корею. Повестка дня совещания не была обнародована, и всем сотрудникам было предложено подписать дополнительные соглашения о неразглашении. Очень редкий шаг даже в условиях кризиса. Но еще более подозрительным является не только само совещание, но и то, что произошло после него. В течение 48 часов многочисленные фан-аккаунты, известные своей преданностью BTS, начали удалять старые посты, подчеркивавшие близость Чингука и Тэйона. Некоторые даже сменили профили и объявили, что сосредоточатся на нейтральном контенте. Другие решили внезапно деактивировать свои аккаунты. И, что наиболее удивительно, крупнейший международный онлайн-форум для ARMY, обычно работающий круглосуточно, внезапно удалил целую ветку с хэштегом «Решетка Тикук». Это просто совпадение или это систематическая попытка подорвать общественное мнение? Бывший сотрудник HYBE, пожелавший остаться анонимным, сказал: